Здорово, с вами Егор, и, как обычно, мы сегодня пробежимся и поговорим на различные IT-темы, которые помогут нам немножко заработать и немножко поменять наше мышление, чтобы мы лучше думали вообще, что делать, а что не делать. С нами сегодня Антон Назаров. Я его позвал, потому что у него похожий канал, где Антон разбирает различные кейсы, у него своя методика, в чем-то похожая. Но в любом случае, я думаю, это будет вам максимально полезно для того, чтобы свои навыки еще лучше прокачать. Расскажи про себя, Антон. Кто ты такой? Привет, Егор, спасибо большое, что позвал. Недавно видел твой канал, когда выбирал лучшего IT-блогера. В общем, я бывший iOS-разработчик, нынче я блогер. Наверное, больше всего я известен в русском IT, потому что создал сообщество «Осознанная меркантильность», которое рассказывает о том, как воспринимать работу с точки зрения заработка денег, убирая всю корпоративную чушь, вроде «мы семья», «работаем по выходным» и так далее. Вы могли слышать про меня как про популяризатора тем накрутки опыта и совместительства двух работ. Собственно, о последнем мы сегодня много поговорим. Антон, мы не будем говорить, как накручивать опыт, потому что это не выходит за рамки нашего канала. Если хотите накручивать свой опыт, сами идите накручивайте. В любом случае, мне твои подписчики писали и говорили, позови Антона к себе, так что сегодня, я думаю, максимально жарко пообсуждаем все. Это первая часть видео, где мы с Антоном все поговорили, но есть вторая у Антона на канале, не менее интересная, где мы тоже холиварим и обсуждаем немного другие темы, но также интересные в общей куче знаний о том, как прокачаться и зарабатывать денег побольше. Я тебе могу сказать, как руководитель, как делаются премии. Давай. Когда-нибудь делал премию кому-нибудь? Слушай, я никогда не руководил, поэтому никогда не делал. Короче, премии делаются очень просто. У тебя есть, считай, бюджет на команду. Да? Просто обычно просто деньги, которые тебе разрешают потратить на команду. Неважно, сколько там. X да, это понятно пока что. Ну, только X отстой. Говори какие-нибудь более-менее приближенные к реальности цифры. Ну, пускай на каждого человека заложено 500 долларов. Хорошо. То есть мы, 200 долларов на офис обычно заложено, рабочее место, всякое оборудование, софт, вот это 200. И еще 200 заложено на рост зарплат. И обычно заложено еще 500 долларов на всякие бонусы, премии, чтобы корректировки делать в течение года и не париться. Вот. Короче, технически на любого сотрудника есть в любой момент времени косарь баксов, который можно достать и потратить. Так? А теперь вопрос. Как так потратить деньги, чтобы, во-первых, люди, которые сверху в бухгалтерии подписывают бумажки и говорят, да, мы готовы дать человеку премию, были согласны дать ее, потому что они еще все перепроверяют каждый раз. И эти премии, зарплаты и повышения руководителю надо выбивать заранее. То есть, если ты хочешь, вот, например, я знаю, что через 2-3 месяца человек придет просить повышения, а люди так приходят, можно в целом знать, когда они придут, то это надо сделать заранее, хотя бы за 3 месяца. Да. Потому что иначе денег просто не будет. И проси повышения, шантажируй там контр-офферами. Просто нет денег. Просто их нет. Понял. Да. Так вот, зачастую есть некоторая формула, по которой можно договориться там, с начальством выше, что если вдруг в продукте, например, 2 релиза, все гладко, или там 5 коммитов подряд прошли идеально, там код-ревью всегда хорошо, багов там какое-то там среднее количество по палате. Вот, есть какие-то условно метрики, из которых можно команде, не человеку, начислить из этой кучи денег какое-то количество денег. Да? И дальше уже там тимлид или кто-то уже в команде решает, как эти деньги кому достанутся. Технически я видел в EPAM, знаешь, какой это конечно. Большой? Вот. Я видел в EPAM, как менеджеры топовые, они все эти бонусы себе забирали. То есть, типа, технически они до команды могут не доходить. Они просто есть, и ты такой, типа, я молодец, вот смотрите, мы там продукт зарелизили, я себе забрал, все, всем спасибо, я пошел. Вот. Но технически на команду спускаются бонусы в какие-то ачивки. Там, релиз, все, что компания может сказать, да, мы там заработали.
расписались, молодцы, договор. Вот, поэтому я считаю, что такие премии, они могут быть хоть там спринтовые, там каждую неделю там, могут начисляться. Нету какого-то таймшита, по которому они придут. Просто команда что-то сделала, поехали. Есть еще овертаймы, то есть их тоже можно в премию записать. Ну, например, человек сел, и что-то его там стрельнуло, он там просто уработался в хлам, но решил какую-то важную задачу. Технически он может просто пойти и сказать: пацаны, я там прям упоролся, если он еще ногами потопчет, то ему спокойно выпишут и косарь, и 2 премии, изи вообще. То есть за такое можно брать деньги. Просто я сделал, дайте денег. Но тут надо разговаривать. Слушай, ну разговаривать надо, но ты какой-то совсем идеальный мир описываешь. Я вот в скольких компаниях не работал, я уверен, что если бы я... да и было такое, если честно, что я просто брал, что-то делал, мне говорили, ну, молодец. Поэтому я считаю, что если вы заранее не договорились... А ты просил деньги? Да, ну, чувак, нет, естественно, я не просил деньги, потому что я не знал, что так можно, но просто для меня установка типа, ну вот вы сделаете, а потом попросите, звучит немножко странной, потому что, ну хорошо, допустим, дадут. Да, а если не дадут, что, как мне обратно забрать результат работы? Вряд ли у меня получится. Ну, тогда я пошел отдыхать на 2 недели, например, сказать. Вряд ли мне разрешат. Тогда я просто буду работать дальше. Смотри, это хороший кейс заранее обсудить вообще, какие возможности есть. Ну, просто ты приходишь в компанию день zero и спрашиваешь: так, бонусы за что? За это, за это, за это. Если я буду там овертаймить и сделаю классную фичу, я могу рассчитывать там на деньги? И так далее. Просто спрашиваешь, технические рекрутеры должны знать ответ, потому что рекрутеры вот эти все бонусы и согласовывают по итогу. То есть есть главный рекрутер, который следит за тем, как там, что куда идет, и связывается с бухгалтерией. То есть технически можно с крутым рекрутером компании быстренько все это обсудить. Ну, короче... А потом уже принимается решение, стоит ли в это вкладываться или нет. Потому что я знаю, вот, например, Яндекс, вот, давай еще немного Яндекс потроллим. В Яндексе есть базовая зарплата какая-то там голыми, например, скажем, $2000. Для сеньора пускай $3000. Я в долларах все считаю. Мне сложно в рублях. Ну, короче, максимум, вот там ты знаешь, что ты зарабатываешь, а все остальное премия. Вот. Ну, типа у всех людей разные зарплаты, но есть премия. И я здесь могу немножко про Беларусь рассказать, если у нас есть 2 минутки. Наверное. Ну, давай, бахай. Короче, в Беларуси на государственном уровне запрещено обсуждать зарплаты госработникам. Вот прям есть закон, можно в тюрьму сесть. Прям ты такой, типа, ребята, я там воспитатель, зарабатываю там $300 в месяц. И все, и в тюрьму поехал. Вот. Почему? Потому что в компании, если вы не знаете, могут работать на одной и той же должности ребята с очень разными рейтами, прям очень разными. Типа, они прям x2, может быть. И поэтому нежелательно обсуждать зарплаты, чтобы не расстроиться. И премии как раз-таки это способ вот это сглаживать, да, то есть человек приходит такой, типа, ребята, я хочу больше денег. Ты говоришь, ну, молодец, на тебе там премию, не зарплату в договоре, потому что премию можно дать, можно забрать, а зарплату в договоре уже тяжело назад забрать. Поэтому я, честно, никогда не работал на работе, где у меня зарплата к премиям была привязана. Ну, типа, есть базовая какая-то маленькая, и что-то все остальное. Ну, тут мы... Все, ты, типа, до свидания. Тут мы солидарны. Типа, я в видосе примерно про это и говорю, что, ну, любого рода премия, бонусы, какие-то награды, это все амортизация рисков для работодателя, потому что, ну, вот если попробовать подумать, а почему, собственно, когда мы переходим от зарплаты к зарплату делим на зарплату и премию, вот в чем бонус этого? Естественно, работодатель верещит тебе, что вот, вы хорошо поработаете, и премия будет большой, больше, чем зарплата. Но проблема-то в том, что на самом деле она может быть и меньше. И зачастую именно так и происходит, что в тот момент, когда ты этого не ждешь, тебе говорят, все, братан, премию можем в любой момент урезать тебе 15% минус, все, не нравится, вали. Поэтому, не знаю, мне всегда казалось, что любого рода премии, опционы и так далее, акции, это, ну,
амортизация рисков, то есть давайте добавим здесь сложности, давайте уйдем как можно дальше от сделал X, получил Y. Ну, это в России. Ну, Ну, безусловно, нет. ну, Так а что, а где-то еще да. по-другому, что ли? Где-то еще... В Европе, Америке немного по-другому и Великобритании. То есть вот ты за опционы затронул, я за это зацепился. Давай, да. Потому что там это немного по-другому устроено. То есть технически ни в Беларуси, ни в России нету законов, которые как-то бы решали вопрос опционов, долей, вот акций на каком-то маленьком уровне. Типа я как компания дал тебе опционы, это типа акции, ты пошел продал там кому-то, Васе Пупкину, который вообще вне компании. Такого нет. Ты просто физически это не можешь сделать. Юридически не можешь. То есть нет ни одного закона, который бы тебя как-то защищал. А вот в Америке, ну, наоборот. И на самом деле с акциями есть хорошая фишка, что ты технически можешь получить, если компания растет, только в этом условии, и она планирует выйти на биржу когда-нибудь, и ты прям вот на это все рассчитываешь, она неплохо едет, тут там типа револют какой-нибудь местный, то опционы могут тебе нормально денег дать. Да, слушай, понятно, что могут, но вот это все равно делается для того, чтобы пообещать денег в будущем. То есть, если у нас все будет очень хорошо, то и у тебя все будет очень хорошо. Если у нас все будет плохо, то твои опционы, ну, например, IPO просто не будет проведено. Или типа того. Короче, ты можешь мне так подробно не объяснять? Я понимаю, как это работает. Я понимаю, что шанс выиграть... Не, просто для зрителя объясняю. Не, я понимаю, что шанс выиграть есть, но этот шанс выиграть только вместе с работодателем. А просто получать большую работу... Просто получать большую зарплату — это шанс выиграть без работодателя. То есть у работодателя все в говне, ты такой, а у меня по-прежнему зарплата. Это все правильно, так и должно быть. То есть по-хорошему, если ты идешь в компанию, где высокие риски, ну то есть нестабильная компания, типа не Сбербанк, не государственная какой-нибудь там аэропорт, то технически у тебя должна быть зарплата высокая, и даже если тебе обещают опционы, они должны идти после высокой зарплаты. То есть у тебя все хорошо с зарплатой, и потом это типа бонус, который можно типа закрыть глаза и все. Есть еще один кейс, который я знаю из Австралии на эту тему. Есть госконторы, ну опять же крупные компании типа Microsoft, госконторы и так далее, они на конец года тебе платят опционы ежеквартально, ты их можешь продавать прям сразу. Ну, то есть, типа, они тебе дали, ты сразу продал. Сдали и продал, сразу в деньги. Вот, тогда это тоже окей. Ну, ты просто можешь рассчитывать, что это прям деньги, но это компания, которая котируется на бирже, это не какой-то там лохотрон, каких-то там рога и копыта, которые когда-нибудь, вот, еще чуть-чуть, тогда это нормально. Но, опять же, я бы на эти деньги сильно не рассчитывал и все равно торговался бы за голую зарплату. Давай. Совместительство. Я на самом деле не совсем понимаю, что для тебя совместительство, Антон? Что такое дневник? Я вот не веду никакой дневник. Так а в чем вопрос? Ну тут просто боюсь, что... Ну, про ЗП в час это вот что, типа, посчитать, сколько в час зарабатываешь. Время экономить. Да, типа. да, ну смотри, технически, если мы говорим про часовую работу, мы все равно остаемся, неважно, в час, в месяц. Я просто охуел, вот я тебе так скажу. Я просто был в какой-то момент охуевший, у меня знакомая открыла кабинет депиляции для девочек. И я такой подумал, бля, а что, если в целом Тебе нанять другого сходить. человека... Нет. Ладно, я туда сходил. Короче, я просто узнал, сколько она зарабатывает. Она начала зарабатывать 10К баксов, нанимая других людей, которые работают. То есть технически она в час тратила 0, но она организовала процесс какой-то. И я такой подумал, окей, мне говорили, что айтишники много зарабатывают, а девушка с кабинета одного зарабатывает 10. Я такой, бля, ну, технически она может открыть еще 5 кабинетов, Ctrl-C, Ctrl-V, и начать зарабатывать больше в тот же час, да. Но если мы считаем прямо в часах, то до такой формулы тяжело дойти, что в целом можно сделать что-то маленькое, например, плагин для WordPress, который там приносит, например, $5, $10, нагнать туда трафика с интернета и заработать там на этом состоянии. То есть можно найти какие-то простые формулы, которые позволяют не то что в час зарабатывать, а просто небольшими усилиями получать какие-то молотки, инструменты, которые приносят вам деньги.
И этот способ немного другой. Ну, то есть, типа, не то, что мы прям вот максимально максимум зарплатку. Я знаю, что Егор, жены так это делают. же только было в контексте работы на дядю и только в контексте того, чтобы не считать вот эту вот зарплату в месяц, потому Не, что если ты считаешь зарплата зарплату в месяц, год, работаешь год 12 это вообще часов, наебалово. все. Ну вот это только про это было. Понятно, что когда ты начинаешь Хорошо. заниматься своим делом, никакого, блядь, зарплаты в час, ничего. Ты можешь заниматься своим делом год и ничего не получать, а потом она как ёбнет. Короче, здесь даже не буду спорить, ты во всем прав, просто это конкретно инструкция джунам, как воспринимать свою заработную плату в IT. Я согласен, что в час она лучше отрезвляет. Потому что в год это сразу наебалово. Это пиздец. Вот, Еще когда бы за вы- всю жизнь тебе бы говорили, там, за всю жизнь заработаешь 10 миллионов долларов здесь. И ты такой, да, охуенно. Да, это грустно, потому что тебе сразу на год подписали, и это же мотивация в том, что в течение года ты хер поменяешь зарплату. Ну, это теперь прям прямой намек. Типа, чувак, ты договорился на год, ну, я знаю, что люди, у меня есть друзья, которые говорят, я же контракт на год подписал, теперь я буду его год отрабатывать. Типа, Мгм. ты когда-нибудь увольнялся раньше контракта истечения? Да, конечно. Ну, в плане этот контракт же у меня там было написано, ну, на полгода. Я всегда спрашивал у HR, вот, а что будет, если через 2 месяца я захочу уволиться? Она говорит, ну, в целом ничего. То есть вы просто уйдете, потому что, опять же, это вот эта вот договоренность по ИП. Вот, ну, мне говорили, уходи. Я такой, ладно, хорошо. Антон, а ты когда-нибудь был низкопродуктивен? Ну, тут просто все про эффективность, продуктивность. Такое ощущение, что ты вот если тебя нанять, ты прям будешь классный, с тобой будет клево работать, все будет супер. Да, А бываешь когда-то в минусе. слушай, за это, кстати, многие предъявляли, вот когда этот доклад там какой-то шум набирал, что типа, ну понятно, вот мы наймем этого Антона Назарова, и типа он будет ничего не делать, а мы будем делать за него все. Я вообще не понимал этого хейта, ну конкретно этого, потому что у него даже аргументов никаких нет. Во-первых, где вы видели реально, чтобы один разработчик постоянно там больше 2-3 раз доделывал за другим? Вот, ну я не знаю, у меня в компаниях таких довольно быстро убирали. Во-вторых, когда я говорю про низкую продуктивность, я имею в виду, что продуктивность по-хорошему должна быть по низшей планке по своей. Что такое планка продуктивности? Ну вот Егор как раз в одном из предыдущих вопросов затронул, что на заводе, по-простому, да, на заводе продуктивность всех меряют по продуктивности самого крутого чувака. То есть вот есть лидер, который сделал детали за 3 часа, значит все должны делать детали за 3 часа. Слава богу, в программировании поняли, что так не совсем работает, поэтому все немножко получше. Но продуктивность твою все равно мерить как-то надо. И теперь оказывается, что твою продуктивность меряют по тебе. То есть, если ты приходишь на работу и, например, за испыталку в искреннем желании убедить работодателя в том, что ух, как сильны мои лапищи, херачишь вот много-много, доделываешь таски по выходным, потом ты проходишь испыталку, такой, ладно, можно выдохнуть, работодатель, и начинаешь работать чуть поменьше. Ну, не мало, нет, просто чуть поменьше. Вот, работодатель смотрит, или там менеджер на тебя смотрит и думает, вот у Васи-то, похоже, снизилась продуктивность, что-то у него случилось. Ему невдомек, что вы просто хотели вот таким вот образом выслужиться перед ним и точно пройти испыталку. Он реально думает, что у вас проблемы. Он записывает вашу там, ну, условную какую-то продуктивность, сейчас неважно, как она считается, в сторипоинтах, там, в задачах, и сравнивает с вами текущим. Поэтому к вам придут жаловаться не тогда, когда вы начнете вот типа, объективно делать мало. А тогда, когда вы начнете делать меньше, чем делали когда-то. Вот в чем парадокс. И, естественно, мне в какой-то момент стало вот банально интересно. Вот я сижу и думаю, бля, я не успеваю, бля, я не успеваю, надо доделать. А потом я подумал, откуда у меня в спринте берется, например, 5 задач, а не 10? Их ведь не поровну между всеми раскидывают. Как вообще раскидать поровну между бэком там и фронтом задачи? Их раскидывают, опираясь на какую-то мою вот внутреннюю продуктивность, которую знает мой тимлид. И тогда, внимание, вопрос. А на кой хуй мне демонстрировать свои полные силы, свои там 100% выкладывания в моем супер хорошем настроении, если я могу продемонстрировать, например, 20% своей продуктивности, и менеджер будет воспринимать ее как 100%. И теперь он будет меня мерить именно по ней. Ну, вот такой, не знаю, назвать ли это лайфхаком. Увольняли ли меня за нее? И вот парадокс в том, что нет.
То есть я всем говорю, ребят, как вы можете вообще бояться, что вы как-то плохо работаете, если вас ни разу даже не поругали за это? То есть, ну, вот, типа, ты существуешь и думаешь, наверное, я мало работаешь. Как ты это понял? К тебе кто-то подошел, сказал, ты хуёвый, надо делать больше. Нет, ты просто вот как будто себя вот кнутом хлещешь, как протестанты, блин. И такой, нет, мне нужно быстрее, мне нужно догонять. Что догонять? Что это за гонка с несуществующим противником? Короче, да, закругляясь, мой совет попробовать хотя бы раз в жизни понять, где ваша вот эта вот низкая планка. На каждом месте она своя, но вы хотя бы посмотрите, а что бывает, если реально работать мало. Вот снижайте, вам скажут, блин, ну, Вась, что-то на этой неделе как-то совсем говно. И теперь вы знаете, что бывает. Вы заглянули вот в глаза этому страху, вы понимаете, что бывает, когда делаешь мало. И вот от этого уже можно как бы отталкиваться и нормально калибровать свою продуктивность. Потому что каждый день просыпаться и думать, сегодня я должен поработать больше, чем вчера, ну, как будто бы не очень продуктивный путь. Хорошо. Смотри, про низкую планку я могу сказать, что это так, плюс-минус. Потому что я знаю два факта. Во-первых, в IT очень много менеджеров, которые никогда не работали с кодом. Они вообще плохо понимают, что такое программирование, продукты и так далее. Их реально большее количество, и, скорее всего, вы именно с такими чуваками работаете. Мне постоянно дядя говорил, чужие руки не болят. И с точки зрения руководства, сколько вы готовы взять с работы, столько на вас и положат. И еще чуть-чуть. То есть всегда будут готовы еще чуть-чуть, если вдруг вы справились с этой работой. Поэтому пытаться превзойти себя невозможно. Но парадокс в том, что мозг так устроен. Наш мозг старается научиться делать ту работу, которую мы делали вчера, еще лучше. Это просто внутренне. И тут не то, что с этим надо бороться, тут нужно, на мой взгляд, ну, я сейчас так делаю, я раскладываю все для себя на какие-то этапы. Да? То есть нет просто таски. Есть таска, которую надо сначала там, узнать вообще, что нужно сделать, нарисовать какую-то, например, схему примерно, показать, точно они это хотят или нет. Потому что переделывать мне не хочется, я не любитель переделывать. И я лучше долго буду принимать задачу, но потом сделаю за пару часов, чем я скажу, окей, зашибись, мне все понятно, и буду там часов 8 придумывать за них, что вообще нужно сделать. И вот это тот кейс, который я все сформулировал, как типа собирать требования. То есть сначала мы собираем требования, если требований мы насобирали достаточно, тогда можно делать, и мы точно понимаем, что это от нас ждут. Это может казаться дольше, и у меня мозг именно сопротивляется. Как так? Мы вчера там это делали за 2-3 часа, а сегодня мы только требования собирали 8. Или неделю целую. Так это нормально, так и должно быть. Половина людей в компании вообще не знает, что вы делаете. Что вообще они все вместе делают, как команда? Очень простой эксперимент. Попробуйте вспомнить любое свое место работы или текущее. Вот прямо сейчас ответьте мне, чем занимается, я не знаю, ваш друг-фронтендер. Ну, то есть вы имеете весьма отдаленное представление. Ну, вроде бы у него там задача сделать новый экран. Бля, вы видели его код? Сколько он его делает? Может быть, там уже все готово, может, он еще не начинал. Ну, то есть никто не смотрит по сторонам. По-хорошему, задача смотреть по сторонам — это менеджера. Но, опять же, вспомните, вот Егор очень хорошо подметил, менеджеры, они хорошие менеджеры, они плохие в лучшем случае. Но они плохие программисты совершенно точно. Поэтому зачастую мой разговор с менеджером выглядит так. Так, Антон, что ты сделал? И если я ему расскажу, что я реально сделал, какие кнопки я добавил, он скажет, ты что, ебанутый, бля, мне это не интересно. Можно мне как-то вот в общую картину? И поэтому я начинаю. Ну вот смотрите, разработка идет полным ходом, там экран готов на 50%, тесты знакомые слова ему говоришь. Он такой, да-да-да-да-да-да-да. То есть он делает вывод, что он с тебя собрал информацию, при этом, напоминаю, ну ты как бы умнее
в этом плане менеджера. Ты можешь ему рассказать что угодно. Ты можешь подсветить ему какие-то проблемы, он испугается. Ты можешь, наоборот, сказать, все заебись, он успокоится. Ты влияешь на менеджера. Он думает, что ты прозрачный источник информации, но на самом деле ты полный черный ящик, который может выдать что угодно. Он берет от тебя этот фидбэк и такой: я понял. Ну, значит, тебе осталось еще 3 дня. Ну, то есть он сам не знает, сколько тебе осталось. Он взял факты от тебя, как ты их там прогнал через свою нейронку, и почему-то решил, что тебе осталось X дней. Ну, вообще не факт, что он прав. И опять же, ты можешь на это влиять, как тебе нравится. Завышать, занижать. Я не говорю, что обязательно саботаж. Просто имей в виду, что у тебя есть эта опция. Да, и, кстати, если вы слушаете Антона, как Антон говорит, обращайте на это внимание, то вы можете научиться с менеджером так говорить, когда вы менеджеру будете спрашивать, а что ему нужно сделать. И как он вообще поймет, что это сделано. Потому что менеджер сам может не совсем понимать, что он хочет. И если вы его попытаете хорошенько, он вам расскажет, что он ждет, в каком виде он ждет и так далее, тогда зачастую у программиста встает еще опять 2 проблемы. Одна — делать код качественно. Типа, качество кода — это очень важно, потому что будет код-ревью, там будут смотреть линтеры и всякая фигня. И вторая — просто решить задачу, как попало, да, то есть взял и решил. И вот вам надо как типа диапазон, типа, как попало это там, например, час, качественный код — это 3 дня. Вот. Для менеджера 3 дня это может быть долго. И он такой: похер, погнали там по-быстрому. То есть дайте выбор. То есть вы можете не толкаться все время, а мне качественно делать или некачественно. Вы можете отдать это менеджеру, сказать, типа, чувак, вот такой диапазон возможностей, вот он ограниченный, то есть либо так, либо вот так. Я, конечно, могу сам выбрать, но ты можешь тоже поучаствовать. И вот это будет прозрачность, про которую Антон говорит. Будет вообще огонь. Могу сказать, что еще, наверное, такой главный переломный момент моей карьеры случился, 2 работы, вся херня, и там в какой-то момент неизбежно ты сталкиваешься с вопросом максимальной экономии времени, потому что ты хочешь работать по-прежнему там немного, а денег зарабатывать в 2 раза больше, и ты начинаешь вот сквозь сито пропускать каждую свою минуту, которую ты тратишь. Великолепные советы от Егора про оценку, планирование. Иногда можно вот целый день сидеть и просто неторопливо узнавать, что ты будешь делать, а в другом окне прогать 2 работу. Вот. Но еще я понял, что по факту, и надеюсь, ребята, после джуновского, медловского возраста все вы к этому придете, никакого абстрактного хорошего кода не существует. Существуют лидеры мнений, существуют селебы, которым очень надо зарубаться, посолит там функциональное программирование. Конкретно у вас существует приемка вашей команды. И если ваша команда решит, что надо использовать табуляцию, а не пробелы, если она решит, что if-else надо писать в 1 строчку, а не в 2, хоть ты, блядь, стресни, доказывая всем, что так неправильно, в конце концов тебя просто уволят, если ты будешь душнить. Поэтому вот это вот хороший код, не что иное, как то, чему ты научился. Каждый человек считает, что он пишет хороший код. Просто у всех свое понимание слова «хороший». Слушай, так вот, у меня есть хорошая аналогия. Дай буквально предложение добить. Давай. Короче, поэтому мой вам совет: чем раньше вы поймете, что не существует понятия «хорошее», существует понятие «команду мою это устраивает», тем быстрее и оптимальнее вы будете решать задачи. Потому что каждый раз делать хорошо, а потом переписывать так, как тебя попросила твоя команда, но это самое тупое, наверное, что можно придумать в своей рабочей практике. Короче, простая абстракция, чтобы вот то, что говорит Антон, проще понять. Представьте, что есть авторы книг, есть Стивен Кинг, есть какой-нибудь Вася Пупкин и есть Пушкин. Да? Вот они немного по-разному пишут книги, Да. вообще по-разному слова составляют. И каждый по-своему хорош. И вы не объясните Пушкину, что вообще-то вот, Лев Толстой намного круче тебя. Вот. Ну, это будет странно. Он вас застрелит, если попадет. Вот. Ну, короче, есть варианты, есть разные авторы. И написание кода — это то же самое, как написание книги. Ты очень хорошо говоришь, что на самом деле оценивает качество кода команда и решает, это хорошо или это плохо. Но я вот пока слушал тебя, Антон, заметил, что у меня самые крутые ребята — те, которым наплевать, какой код написать. Они что-то решили задачу, потом переформатировали код так, как нужно команде. И особо нету какого-то такого устойчивого мнения, вот так типа хорошо. Вот это хорошо, а вот это плохо.
Нет, у них есть просто, они сделали задачу, ты доволен, все, супер, сейчас я там переоформлю как надо, и все. Вот это типа рефакторинг после решения задачи. Это зашибись. Полировка. Да. Полировка, да. И это нормально, когда ты решил задачу, и хотя бы все выдохнули, типа задача решена, мы знаем, что она решена, а там полирую, потом уже уходит там год. Уже не так важно, уже не срочно. Окей. Это круто. Погнали дальше. На самом деле классная формулировка, моральная сторона вопроса зарабатывания денег. Вот морально у меня ассоциируется со словом «справедливость». И я очень долго с этим в голове своей боролся. Блять, ну вот это была самая большая задача, которую я решал долгое время. Потому что хотелось справедливо, да. Понятно, что работодатель на вашем коде зарабатывает больше, чем вы. Это супер очевидно. И когда вы делаете задачу хорошо и понимаете, что, по сути, вы построили завод, где чувак просто такой сидит, нажимает кнопку, и там падают ему доллары, вот так просто сыпятся. А вы с этого получили там просто спасибо, там вот тебе там твои пару тысяч долларов, иди гуляй, и он сидит дальше такой, зашибись, погнали там. Вот, это немного несправедливо. В моей голове было, и сейчас я понял, что пришла пора все это поменять. И вот моральная сторона, что честно, что хорошо, что плохо, она имеет для меня другой оттенок. Смотрите, честно зарабатывать столько, сколько вы можете заработать. Да? То есть, если человек готов работать там за $1000, ну пускай работает. Вот. Это достаточно честно. Он счастлив, он получил свой косарь, он делает хорошую работу. Это хорошо. Он мог бы получить и 2 косаря, но он про это не говорит. И не надо теперь говорить, блин, ну я же честный, сейчас я ему там типа насыплю, так насыплю. Нет, потому что у тебя остались деньги, ты можешь нанять еще человека, который еще работу сделает, и это еще будет честнее и справедливее, потому что человек тоже попросит, сколько он хочет. И если вы обращали внимание, рекрутеры часто сейчас в современном мире просто спрашивают, а сколько вы хотите? Прикол в том, что вы в целом и говорите, вы в своих рамках, вы сами себя ограничиваете в том, сколько вы хотите денег. Если спрашивать бизнесмена, сколько он хочет денег, он говорит, я хочу $1 миллион на счету, чтобы завтра лежал. Вот он не говорит, я хочу $5000. Егор, мысль понятна. Это ты к чему? Что типа морально любую сумму зарабатывать или что? Морально вообще любую сумму зарабатывать и даже хвастаться, что ты зарабатываешь много, это тоже нормально. Потому что у меня есть друзья, представь, чувак владеет большой фирмой, он если покупает себе iPhone, вот какой-нибудь, приходит к себе в офис, где сидят работники, которым он там платит по 700, например, долларов, ему стыдно. А вот должно быть не стыдно, потому что он все организовал. Да, давай вернемся к нашему IT, пару реальных кейсов разберем. Короче, совершенно точно знаю такую искажению. Начнем как бы со старших, перейдем к младшим. У старших есть, да схуяли, ты столько не зарабатываешь, ты не заслужил. Типа там, условно, вот пришел какой-нибудь чел на собеседование к нему, говорит, я хочу 300, он такой... За что тебе 300-то платить? За что? Вот, ну, и начинается вот это вот. Он же нихуя не знает. Он даже там уровни протоколов не знает никакие. UDP от HTTP не отличит вообще, что это за хуйня. Вот, на самом деле долбоеб в этой схеме второй человек, именно который спрашивает схуяли. Потому что, ну, любой рациональный человек не будет тратить свое время на то, чтобы доказать другому, что он хочет слишком много. Тут как бы 2 варианта. Либо он где-то получит эти деньги, и тогда ты не прав, просто у тебя не было столько денег, или ты не хотел нанимать за столько денег, да? Либо он нигде не найдет столько денег, и жизнь ему сама скажет, все, извини, брат, вот никто не в состоянии тебе платить столько денег с твоим текущим уровнем умений. И он снизит эту планку и сам себе докажет, что он долбоеб. Ты ему ничего не докажешь. Ну, нельзя убедить человека в том, что он должен зарабатывать меньше денег. Вернее, можно, и этим активно занимается наш работодатель. Я бы просто сказал, что это немножко губительная практика, потому что, ну, почему это делает капиталист? Понятно. Капиталист поменьше заплатит, побольше маржу получит, побольше покайфует.
Но все, достаточно. Эта ниша заставлять тебя зарабатывать меньше денег, она уже занята. Для тебя там места нету. Ты, наоборот, должен пихать в обратно вот эту вот силу, которая заставляет тебя зарабатывать меньше. Потому что если вы оба Да не, встанете... смотри, я хочу тут будете влезть. давить. Я хочу Давай, влезть. Тут прям кек, вот Давай. просто хочется ворваться и сказать: слушай, так цель же работника помочь вот этому капиталисту зарабатывать больше. И когда ты помогаешь, ты можешь попросить себе комиссию, там, процент, еще что-то, бонус, зарплату, что угодно. Ну, то есть только когда ты помогаешь заработать. Если ты просто приходишь и говоришь: я хочу много денег, но ты чуваку не даешь какой-то рычаг или какой-то молоток, который он тебя просит, который поможет ему заработать, я могу кейс реально сказать. Вот чуваки, когда крипта была, прибегали и говорили: добавьте мне, блядь, на сайт калькулятор. Вот у меня ебучий галимый сайт на WordPress, засуньте мне калькулятор. Ввожу 2 числа, жму кнопку, и мне показывают: заработаешь столько. Его все нахуй послали, вот просто все. Он говорит: я там 5000 заплачу. Он говорит: блядь, WordPress говно, не полезу туда. Вот, в итоге чувак сам разобрался, как это добавить, сам добавил и заработал на этом нормально денег. Он просто знал, что вот, блядь, вот этот ебучий калькулятор ему денег принесет. Не, это конкретно в примерах, когда люди относятся неправильно к денег. Понятно, что в рациональном мире, да, ты даешь молоток, работодатель дает тебе деньги за это. Ты не то, что хорошо. молоток, ты не то, что это даже молоток. Ну, как, не то, что вместе. Технически ты можешь повышать свою зарплату, говоря, что ты такой молоток уже делал, и тебе вот то, что они там хотят сделать, это вообще изи. Да я сделаю это за час. Вот. Ну какая разница, да? То есть он знает, что у тебя есть готовый молоток. Он просто где-то в кодовой базе другой компании этот молоток есть. И это круто, поэтому и спрашивают: а есть ли похожий опыт работы там в другой компании, там, в похожей. Это понятно, Егор. Я только про неправильное отношение к деньгам говорил. Вот я привел пример, во-первых, старшего специалиста, который почему-то считает, что он зарабатывает максимум и пытается заставить всех остальных поверить в то, что они не переросли его, потому что, ну вот же статистика, ёб твою мать. А то, что у этого человека конкретного могут быть какие-то компетенции, которые сильно выбиваются за представителя статистики усредненного, его уже не ебет. Была отличная паста, где чувак говорит: вот вы думаете, что хороший разработчик измеряется количеством денег, которые он получает? Нихуя, потому что если вы получаете 1 миллион, но при этом ваш продукт нихуя не приносит выручки работодателю, он не успешен, тогда вы вообще отстойный. На самом деле ваше качество должно измеряться тем, сколько вы принесли пользы компании. Я вот здесь вообще не согласен. Ну, и, соответственно, у многих вот начинающих есть такая тема, что, блин, ну откуда мне столько денег? Я ведь вроде на них и не претендую, я ничто не знаю. На самом деле, это правда. Вот то, что ты говоришь, я с этим тезисом соглашусь про пользу. Надо просто понимать, как ты эту пользу можешь дать. Если ты знаешь, как ты пользу даешь, это твой способ торговаться, вот толкать вверх зарплату, вообще изи. Как только ты знаешь, где польза от тебя. Вот в чем твоя реальная польза этой компании. Вот я, к примеру, говорю, что ты работал у конкурентов, и ты знаешь, как сделать то, что у них сейчас горит. Ты не совсем понял этот тезис. Он имеет в виду, что да, польза, но он имеет в виду, что вот если компания заработала, как-то вот годовая выручка у нее выросла в тот момент, когда ты в ней работал, вот тогда ты молодец. А если в сферу в течение, ну, он этого не объясняет, это я накидываю, в течение любых обстоятельств компания не заработала, она убыточная, то как бы ты там хорошо не работал и не выкладывался, то ты хуй конкретно. Не, ну это неправда. Да, я с этим тезисом не согласен. Есть понятно, выделять свою пользу, подсвечивать для своего работодателя, это все понятно. Главное просто, ну вот поймите, что нет никакого абстрактного мерила ваших денег. Нету функции объективной, куда можно передать и для 2 людей получить... Так откуда? Ну типа, вот здесь я сижу, у меня есть... Я не оказался... Ну давай, нет, что значит неправда? Да, давай поспорим, давай спорить. Давай. Смотри, если мы возьмем какую-нибудь компанию уровня Яндекса или Тинькова или еще что-нибудь, какую-нибудь компания больше 100 человек, назовем это так, да. 150. У них так в HR-отделе появляется формула по стоимости людей, называется матрица компетенций. Это правда, да. Они раскладывают людей по навыкам. И, грубо говоря, есть оценка навыка. И вот все навыки, которые не нужны, вы их не сможете продать. То есть вы не сможете их просто сказать, типа, смотрите, у меня еще есть 5 навыков, я фотошопом могу пользоваться, я могу там в PowerPoint делать чудеса. Им похер.
Вот. Да. Им не важно. Вот есть вот эти 3 навыка, тогда это вот такая вакансия. Да. Есть навыки подороже, это другая вакансия. Тогда цель узнать, а за какие навыки больше платят, и только их прокачать и пойти сразу на позицию выше. С Ну, этим ты, я типа, совсем так- согласен. В одной компании такая функция есть. Этой функции нету в мире. То есть, условно, Да, я в со мире своими нету. компетенциями, в котором я подхожу в Яндексе на 10 тысяч рублей, мог бы в теории переехать в США, те же самые компетенции, ничего не меняя в себе, передать функцию оценки другой компании и получить, во-первых, в силу другого дохода компании, в силу территориальной привязанности, экономической и так далее, получить другую оценку. Мог бы в теории работать в Беларуси, через ИП созвониться с каким-то чуваком из Сан-Франциско и ему продать свои компетенции. Поэтому люди, которые вам говорят, вот нет, сеньора, не знаю, фронтендер должен получать ровно 300 тысяч рублей, ни пени больше, но это хуйня. Вы должны получать хуйня, столько, да. сколько вы просите, условно, насколько себя продадите, столько и будете зарабатывать. Да, такое собеседование — это торг. Я вот хотел сказать, что, по сути, это момент торга, где вы можете торговаться. Вы, конечно, можете просрать собеседование, договориться на маленькие деньги, но вам никто не мешает пойти и начать торговаться заново. Это вообще никто не мешает, нет такого морального запрета так делать. Давай. Егор абсолютно прав, и недавно на канале как раз вышло видео, которое разбирает процесс собеседования как процесс торга. Там я рассказал несколько способов торговаться за зарплату, увеличивать ее на финальном этапе. Короче, переходите по ссылке в подсказке или описании, смотрите видео и получайте больше денег. Я уверен, что джунам совместительство... Я, как Егор, могу сказать, что джуны обосрутся Да, совместительством, они Да. просто утонут и сгорят. Я Да. бы вообще людям не советовал заниматься совместительством, пока вы не поймете, как работать вообще в IT-компании. Вот все предыдущие советы не примените в рамках одной компании и не добьетесь каких-то успехов. Что вы прям смогли выделить себе какие-то часы. Потому что, знаешь, я подумал, что совместительство — это же не про писать код, да, это не про производительность там в коде. Это про умение вести коммуникацию с работодателем. Потому что я когда так делал, у меня была основная проблема, что есть время, когда я молодец, там месяц еду, все супер вообще, там много работ, все везде успеваю, там у меня все по часам, по минуткам расписано, есть там уже там качалка, хобби, собака, там вот вообще все супер. А потом на всех работах пиздец происходит. Вот просто какие-то релизы, какая-то жопа, какая-то срань. И эта вся срань у меня в голове начинает происходить. Просто начинается катавасия, куда кого спасать. Там какие-то начинаются новые митинги, потому что нам надо теперь всем разговаривать каждый день. И начинается полный пиздец. И вот у меня из-за этого рассинхрона, был пик так, хорошо, потом теряются работы, потом опять нормально. И вот я шел вот такими треугольниками. И у меня не получилось выровняться. Да. Я по итогу решил работать, так не делать. Что думаешь? Ну, смотри, Нет, на самом деле мы с тобой просто очень похожи, мы все пытаемся на каждый тезис спорить, и каждый раз понимаем, что мы во многом сходимся. Давай я попробую просто другими словами сказать то, что ты говоришь. Я бы сказал, что работа в IT, как и многие другие процессы, начинаются с мотивации, которая плавно переходит в дисциплину. То есть вначале ты двигаешься на вот движке, что, кому как, конечно, да, но вот много людей, которые двигаются на том, что, блять, я сейчас вкачусь, вот будет работа из офиса, сука, будет денег просто, удаленка, буду на Бали сидеть. И вот они просто перелопачивают весь эти вот курсы, там, давай, сюда, статья, моксобес, давай, да! Вот, и потом проходит год, по инерции, там, на первом месте работы, естественно, тоже многое приходится учить, уже из сферы теории ты отходишь в практику, что тебе там улучшать тулинг, улучшать понимание кода и так далее, так далее. А потом мотивация резко заканчивается, вот это вот изначальное. То есть у тебя, конечно, есть, цели, куда двигаться. Я не говорю, что все, типа, после года ты получаешь максимальную зарплату. Но ты начинаешь прорабатывать вот ту самую дисциплину. Как, наверное, и в зале то же самое, да? То есть первые 5 тренировок — это я сейчас накачаюсь, а потом такой, блин, надо спать, надо есть, там,
там надо периодичность соблюдать и так далее. Вот. И, конечно, джуну нахуй не сдалось никакое совмещение, потому что начальное время в IT — это вот время, когда ты усиленно добираешь все те знания, которые ты там проскочил на своей реактивной трубе мотивации, потому что, естественно, тебе хочется как можно быстрее устроиться, чтобы уже за деньги начать все это учить. Вот. Ты добираешь все необходимые знания, максимально оптимизируешь, если мы приводим по-прежнему метафору с качалкой, то аналогию с качалкой, то время научиться правильным хватом, растягиваться там и так далее, и так далее. И в какой-то момент ты набираешь свою пиковую форму. Конечно, можно и дальше там стремиться вырасти до 150 килограмм, выучить какие-то супер редкие штуки, но, на мой взгляд, в этот момент наступает вот время, когда ты максимально оптимизируешь свой день. Как ты правильно сказал, Егор, в который раз вспоминаю, уточнять всякие требования, хорошо коммуницировать, быть вот этим самым good guy'ем, да, то есть коллегой, на которого всегда можно положиться, который все сделает, вот, на которого просто можно скинуть задачу и ждать, что она будет готова. И все, вот ты эту шелуху вырезаешь из своего дня, у тебя остается, как ты правильно сказал, там 2-3 часа работы. Остальное время в целом ты не должен работать. И только в этот момент настает время для совместительства. Потому что, ну, как и всегда, после любого доклада есть люди, которые первые 5 минут послушали, такие, бля, работа на 2 работы, точно. Они не дослушали, зачем, насколько, какие подводные. Там в конце доклада есть целый слайд, что это очень хуёвый вариант на постоянку. Накопить на квартиру — заебись. Бэху захотел — заебись. Захотел так 20 лет работать — полное дерьмо, а не идея. Но никто не послушал, и теперь я вижу джунов, которые выгорают на 2 работах параллельно. Они в одном стеке ни хера не понимают, так им еще и 2 дают. Они вот так вот просто... Я не понимаю, зачем, потому что 2 джуновских зарплаты, да даже 2 медловских зарплаты, это там 1 сеньорная. Лучше уж дорасти до этого уровня как можно быстрее. Давай. Я хочу ворваться. Я вот сейчас послушал, и у меня в голове возникло 2 противоречивые мысли. С одной стороны, да, джунам и мидлам, особенно у тех, у кого слабые софт-скиллы, которые говорят, хард-скиллы, я буду классно писать код, и вообще я буду стараться писать код, и вообще, блядь, код — это все, им не надо совместительства, вот им вообще не надо, это путь не туда. Люди, которые умеют разговаривать и хотят еще лучше научиться вести своих клиентов, и работодателей рассматривать как клиентов, и клиентов может быть больше, чем 1, и тогда заебись, тогда да, вот в этот момент да. И есть еще один кейс, когда тоже да. Если вы нашли хуевую работу, вот хуевую, вы знаете, что она хуевая, не надо терпеть, ищите сразу 2-ю работу, работайте на 2 работах, потом дропайте хуевую. И так перебором вы можете, ну, у вас параллельно несколько работ, пока вы выбираете себе лучшее место. И таким образом вы дальше пробежите, больше компаний переберете и останетесь там, где заебись. Вот, вам не нужны хуевые работы. Я в таком ключе перебирал 1 работу, остался, потом перебирал, нашел 2-ю нормальную работу. И все это время я зарабатывал. Вот. Просто я знаю людей, которые, вот они точно так же делают, но они деньги не зарабатывают, они просто в эти компании не устраиваются, я там где-то говорил. Но можно устроиться в хуевую компанию, это нормально. Перебирать, выпиливаться из нее в любой момент, когда тебе удобно, и впиливаться в компанию, где хорошо. Но лучший кейс, самый лучший кейс, который я вообще узнал, когда вы меняете место работы, не увольняйтесь со старой работы на время испытательного срока. Просто не увольняйтесь. Да, потому что испытательный срок не только для вас, но и для работодателя. И в целом там может быть настолько плохо, что у вас как раз... Ну, естественно, ребят, это мы про ИП говорим, по ТК РФ вряд ли так можно сделать. Да, по ТК РФ нельзя сделать, поэтому открывайте ИП, разбирайтесь и наймите себе бухгалтера, и вот эту всю штуку проверните нормально. Это даст вам просто дополнительные возможности быть более конкурентоспособным и найти нормальную работу и кайфовать. Второе, что я услышал у тебя, классный кейс, конечно, с тем, что
как в качалке, надо вот... ну, в качалке у тебя есть цель, да, у тебя в качалке понятная цель. Ты там смотришь на Арни и такой, типа, блядь, Арнольд вообще Слушай, молодец. Я бы не сказал, что у меня есть такая цель. Я прекрасно Ну, у тебя, понимаю, что может, нету, у кого-то есть. У вот. кого-то есть, но у кого-то такая же есть цель, там, заработать $1 000 000, не знаю, на работе. Да, ну, тебе $1 000 000 зачем нужен? То есть, когда мы вот деньги Да, чувак, переворачиваем... а зачем нужно людям становиться как Арни? Ты думаешь, они задумываются над этим? Они просто Не, такие, я хочу не к быть как тому. Арни. Ну, ты вот, например, не хочешь. А, возможно, есть какой-то образ твоего тела, который тебе нравится, да? То есть, когда ты его можешь хотя бы, вот, не знаю, постер приклеить на стену, это уже очень хороший результат. Есть сумма на счету, которая мне нравится. Вот это. Ну, то есть, Да, это... и вопрос, что ты с ней делать будешь. Просто будет лежать на счету. Просто Не буду я вот Мотивация накачанный, так это еще и сдувается все. Да, короче, нет, тут метафора работает на 100%. Мышцы, которые никак не поддерживаются, так же само сдуваются. Деньги, которые никуда не крутятся, точно так же сдуваются и девальвируются. Вот, поэтому... Их нужно понимать, куда тратить. Вот я просто про это хотел сказать. Когда Ну да. вот у тебя появляется хорошая идея, куда ты хочешь потратить деньги, неважно, маме кафе купить, не знаю, квартиру, машину, самолет, улететь куда-то, переехать. На переезд надо дофига денег. Вот, ну, короче, как только ты можешь прикинуть, куда ты хочешь потратить деньги, вот именно в слове «потратить», я хочу там $1 000 000 потратить на дом. Такой, блядь, я хочу дом. Все, заебись. Вот ты знаешь, что тебе нужен дом, ты можешь его хотя бы посмотреть, прикинуть. И вот эта мотивация, которая будет работать, а не $1 000 000. Я хочу $1 000 000. Ну, зачастую я с людьми много разговариваю на эту тему. Ну, типа, а что ты будешь с ним делать? И у людей реально нет никакой идеи. Вот, типа, блядь, хочу... И понятно, почему у тебя его нет. Ну, все очевидно. Ну, то есть, тяжело проснуться утром и думать, блядь, денег нет. Так нахера тебе деньги? Я тебе дам деньги, и что ты с ними делать будешь? Ну, типа, просто выкинешь их, просто купишь пиццу на все деньги. Ну, то есть, с такими людьми неинтересно иметь дела. Поэтому... Ну, Егор, потому что изначально хотя бы, вот мы только что обсуждали, что люди вообще не знают, что можно просить больше денег. То, что они уже хотя бы научились их хотеть, это второй этап. Там, третий этап придумать нахера. Не проси сразу всего от человека, Я просто который... подсвечиваю, что цель хороша, если ты понимаешь, куда ты идешь. И тогда мотивация, вот это вот слово мотивация мне не нравится. Ну, не знаю. Блядь, ну а что такое мотивация? Как меня мотивировать? Кнутом бить, морковку там... Ты же знаешь, что есть морковка спереди, морковка сзади. И это очень хорошо в голове можно визуализировать. Морковка сзади мы одобряем, да. Так, технически на работу. Я завершу мысль просто про морковки. Смотри, обычно просто с морковками сзади это то, что от вас ждет работодатель. Он вас пугает, там, типа, будешь плохо работать, я тебя уволю. Будешь там некачественно писать код, мы будем тебя ругать. Это морковка сзади. А морковка спереди это как раз вот это там желаемый дом, не знаю, семья, квартира, самолет. Вот насколько у вас вашей наглости хватит, чтобы фантазировать. И когда есть две морковки, тогда нормально двигается вперед. Все. По морковкам разобрались. Я думаю, все зайцы, которые нас смотрели, поняли. Подписывайтесь на канал, переходите, ставьте лайки. Обязательно поставьте лайки Антону, перейдите к нему на канал, тоже поставьте лайки. Потому что это помогает нашему каналам развиваться и делиться мудростью. Спасибо за внимание и пишите в комментариях тех, кого вы хотите увидеть на канале. Мы продолжаем. Всем пока!